Всем привет, с вами Левша, и сегодня мы поговорим о карте Рыбацкая бухта и как можно на ней использовать средние танки. Начнем с верхней базы. Тут СТ можно найти применение в центре карты или по первой линии. От этого куста в начале боя светятся танки, переезжающие в город. Кроме того, отсюда есть прострел как по зелени, так и на въезде в город. Подсветить врагов на проезде можно и так, но получается это далеко не всегда. Позиция довольно опасная, может закинуть артиллерия. И если с другой стороны приедут вражеские СТ, то вы быстро попадете в засвет. Тогда лучше спрятаться за рельефом или домом. От этого дома простреливаются танки в квадрате F8. Будьте осторожны, важно не получить снаряд в ответ. В правой от вас части города есть позиции, откуда можно простреливать танки как слева, так и справа. Если в начале боя вы просели ПХП и не можете играть агрессивно, то, сломав это дерево, можно вести огонь по 8 линии и при этом не светиться. Если враги будут агрессивно играть в центре, по ним вы тоже сможете дать пару выстрелов. Еще один вариант для СТ – поджаться под этот камень на первой линии. Делать это можно в том случае, если вас прикрывают союзные танки. Они смогут накидывать по тем, кто будет выезжать из-за камня, пытаясь вас достать. В случае, если с другой стороны камня стоит вражеский СТ, можно вдвоем или втроем быстро его расстрелять. Врагам будет тяжело вам ответить, так как им будет мешать рельеф. Минус такой тактики очевиден. Для арты вы здесь как на ладони. Теперь поговорим о нижней базе. Если враги не поехали на центр, с этой позиции имеется хороший прострел по врагам, что стоят в городе. Очень часто в рандоме тяжелые танки с верхней базы прижимаются к этим домам. А если танки противника светятся в городе, но стоят левее, то как только они выкатятся из-за дома, вы тоже сможете нанести им урон. Эту позицию нельзя занимать, если сюда приехали враги. Как только попадете в засвет, лучше отъехать назад, иначе можно отъехать в ангар. Если вы не можете занять предыдущую позицию, так как танки противника есть на центре, простреливайте врагов в Е8 таким образом. Встаньте напротив этих кустов на таком расстоянии, чтобы не светиться после выстрела, и сломайте дом, мешающий стрельбе. На его поломку идет 2 снаряда. После этого сможете вести огонь по тяжелым танкам. Если их никто не светит, светите себе сами, подъезжая к кустам. Затем возвращайтесь на позицию и стреляйте. Кусты слева от вас будут частично прикрывать от засветов с центра. Если же вас обнаружили, прижмитесь к дому или попытайтесь уйти правее. От этого дома в F4 можно засветить медленные танки, которые едут в сторону первой линии. Это само по себе хорошо. К тому же по ним можно и пострелять. Как только попадете в засвет, заезжайте за дом. Также с этой позиции можно законтрить танки, атакующие по второй линии. На этом все. Оставляйте свои комментарии и предлагайте темы для следующих выпусков. А также не забывайте подписаться на наш киберспортивный канал и на мой YouTube канал. Всем пока!